ладони мы пронесем через года. Мы пронесем через года. Здравствуйте, Зигмунд. Всемирная ассоциация выпускников продолжает серию видеофильмов о выдающихся выпускниках российских советских вузов. И сегодня у нас встреча с первым космонавтом ГДР Зигмундом Йеном. Добрый день. Добрый день. Мне тоже приятно. Зигмунд Вернер Пауль Йен. Первый и единственный летчик-космонавт ГДР, первый немец в космосе. Участник советской программы «Интеркосмос-1», которая создавала международные экипажи специалистов для исследования космического пространства в мирных целях. В 1978 году Зигмунд Йен вместе с советским космонавтом Валерием Быковским выполнили экспедицию на орбитальную станцию «Салют-6». Экипаж проделал большую работу в области дистанционного зондирования Земли. Полет длился почти 8 суток. В том же году Зигмунду было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии, по материалам той экспедиции, Зигмунд защитил диссертацию и получил степень доктора наук. Россия, наравне с Германией, гордится успехами Зигмунда, ведь он выпускник Российской военно-воздушной академии имени Гагарина, а значит, немного наш. Зигмунд Вернер Пауль Йен. Ну, я не знаю, была такая мода. У меня отец Павел. Могли меня назвать Зигмунд хотя бы и Пауль Йен, второе имя. Ну, сейчас уже почти не модно, мне кажется. Расскажите, пожалуйста, где вы родились? Родился я в этой деревне в 1937 году. Очень, если я смотрю, очень маленький дом такой. Это не нам принадлежал, моим родителям, я имею в виду. Ну, там мы жили, ходили в школу, играли. В гимназии я тогда не посетил. Это не то, что я был плохой ученик. Отец не хотел. Потому что мы здесь, это маленькая темная деревня, 500, если правильно, примерно 500 жителей. Ну, сейчас там много. Красивая деревня, собственно, мне кажется. Русский язык вы начали изучать еще в школе? Да, у нас было такое. Ну, это гидеровская почва, собственно. Русский язык – красивый язык, тут вопросов нет. Много не скажешь, это я люблю и любил этот язык. Кем Зигмунд мечтал стать в детстве? Все мальчишки бегают, играют, и у каждого есть своя мечта. Какая была мечта у вас? Летчиком хотел стать попозже. Когда уже закончили школу? Да. Но были же в этой войне самолеты. Но эти самолеты, хотя они носили бомбы, это 45-й год особенно. С одной стороны, это страшная вещь, с другой стороны, как мальчик, ты не соображаешь по глубине, скажем, политики, которая за этим скрывается. Каким образом обстоятельства складывались так, что вы выбрали для продолжения учебы Советский Союз? Но это другие люди взяли. Они отправили в академию 4 года. И потом, очевидно, следующий шаг, когда речь шла про кандидатов в космонавты, вытащили меня. Я знаю, что вы были не один в этой группе, вас было несколько человек. Да. И вы приехали в подмосковное Монино. Там было... Монина была военная академия, да. Там проходила учеба ваша. Да. Но 4 года, 60, по-моему, по 70-й год, академия. Потом я стал инспектором по безопасности, как летчик. Ну, потом вдруг
когда речь шла про космонавтов, я был в этой группе, там, наверное, в районе 15 человек. Из них 4 были одобрены пока. И из этих 2 и остался я. Это была первая программа «Интеркосмос», когда начали набирать в отряд космонавтов представителей разных стран. И там был как раз и Владимир Ремек. Ремек был, Гермашевский был, да. Вы помните то самое время, когда приступили к подготовке? Ну, мы все были в одной ситуации. Мы не знали, кто из этих 4 человек попадает, в конце концов, на учебу. Притом еще на первом номере у нас, немцев, стоял один, ну, скажем, любимец командующего. Но врачи в Звездном городке решили по-другому. Я знаю, что вы были лучшие на центрифуге, вы были лучшие в элементах, которые отрабатывались на сверхзвуковых самолетах. Ну, тут мама виновата. Почему? Ну, очевидно, это было, что у меня была хорошая конституция. Конечно, здесь здоровье на первом плане. О чем вы думали за минуту перед стартом? Я побоялся, что вот это мне от гражданину ГДР тут и почетно и вот это стихотворение, что было подписано Центральным комитетом в Берлине и, наверное, и в Москве, что я буду говорить с ошибками. То есть вы больше волновались не из-за полета, а из-за того, как надо правильно сказать ту речь, которую написали? Ну, точно. Какая она, Земля из космоса? Как она и есть, но, конечно, ты ориентируешься по ситуации. В самом деле, это место на орбите, это не то, что ты ожидаешь, не то, что тебе знакомо. Это совершенно другое. И то, что ты плаваешь, и веса нет никакого. Это с одной стороны странно, с другой стороны ты привыкаешь так относительно быстро. Я полагаю, если ты нормально можешь работать, это мне этим и Владимир Ремек говорил, осторожно, при этом не было как будто все по-другому. На каком языке общаются на орбите? На русском, я сказал бы. Ну, можешь при себе и для себя на своем. Ну, русский язык, рабочий язык, понятно. А есть какая-то особенность в космическом питании, в космической еде? Ну, есть, конечно, особенности. Эти упаковки выделили, наверное, да. Да. Ну, я нашел это все в порядке вещей. Вкусно, во-первых, и опробовано. А есть какое-то любимое блюдо из космической еды? Я уже не помню. Все было съедобно, собственно. Ну, иногда это порошок непривычный. Хлеб, например, хлеб это как хлеб. Правда, такие маленькие штучки тоже увидели. Вы провели на орбите 7 суток, 20 часов и продолжали делать научные эксперименты. Ну да. Это была ваша научная работа, которую вы потом защищали и по ней написали докторскую диссертацию. Ну да, примерно так. Что в вас больше, летчика-космонавта или научного деятеля, доктора наук?
Вот одна каша, это один смес. Тот хочет это, а другой именно, что ему ближе по профессии. А расскажите нам, как вы работали в «Звездном городке». Ну, я был ответственен за этот офис, немецкий центр по космическим исследователям, что ли. Для меня лично было это самое приятное время, где мог работать, мог и не работать. А с кем-то из своих учителей, наставников из Монинской академии вы потом встречались? Да, Поддерживали контакт? поддерживали контакты. Тютченко, ну, наверное, они же были старше. Тютченко, это по тактике, по военной тактике, по авиационной. Мы выделились. Ну, так и Шаталов, они же все имели контакты с академией. И потом мы пригласили ребята именно на это место. Там этот плакат, если смотрите, по-моему, штук 50 было человек. Там подписи практически, да, всех известных космонавтов. Они все посещали вот этот вот Да. выставочный комплекс? По вашему же приглашению? Да. Но они мне... в прошлом году, когда у нас 40 лет исполнилось с этого полета, в 1978 году, Александр Иванченко, наш бортинженер, и один хороший друг от энергии, они здесь были. Здесь собралось народ, пару тысяч людей. Все машины здесь стояли, и они мне и передали Награду. награду. Это очень был тронут. За моей спиной находится тренировочный комплекс. Расскажите нам, пожалуйста, его историю. Вначале в Звездном городке построили это дело на свой счет. Для чего? Ну, для тренировки своих людей и других. На их самолете, Звездный городок, у них еще транспортные были самолеты. Они перелетели эти штучки, смонтировали. Я еще 6 рабочих их пригласил в Кöln. Они поставили все опять в свое место. И вначале работали, сейчас мы просто как выставочная. Интересно для людей. А, вот так это выглядит. Когда вы летели в космос, вы взяли с собой талисман. Что это такое? Что это за талисман? Талисман, это, во-первых, это что-то немножко по науке, поскольку если висит человечек какой-то, и ты достигаешь невесомость, ты сразу увидишь, ага, сейчас состояние невесомости. И предложили, каждый берет себе такой типа подарок или куколка, которая начинает потом плавать. И вы взяли с собой... Ну, я взял такую маленькую фигуру, по-моему, от Точери. Это у меня все лежит. Песочный человечек. Да, да. Это герой мультфильма в Германии. Ну, это уже был типа эксперимент. Это они хотели, чтобы я делал передачу для детей с помощью этого человечка. Но командиром был Коваленок. И Коваленок взял сразу инициативу и сказал, ты смотри, у тебя такая штучка, и у меня тоже какая-то Маша. Давай на свадьбу идем с ними. Ну и мы делали. Это была первая свадьба
на Якоб- космической станции. Якобы да. Хотя вот эти деятели в телевидении, они не были довольны. В конце концов у меня получилась дома одна пара, у Володи тоже другая пара. И если я правильно понимаю, после так называемого объединения в Германии, тогда эти начальники больше не увидели эту пару, не хотели увидеть эту пару. Тоже бывает. А как состоялось ваше знакомство с космонавтом Валерием Быковским? Ну, что я могу сказать? Мы Контакт нашли сразу? Нашли, да. Легко Ну, было сразу, общаться? я не сказал бы сразу. Он иногда имел какую-то специфику, но на порту работали нормально очень. Помню, как-то мы не смогли открыть в первый момент люк между петлевым отсеком, да, и рабочим. Потом оба, значит, старались это дело привести в порядок. Очевидно, давление было немножко по-разному. Это нормально с ним. Я думаю, мы поняли друг друга. Я знаю, что Валера сейчас, скажем, немножко болеет. Но все равно мы еще вместе и работали вместе. И сейчас тоже доверяем друг другу. И я понимаю, чувствуем и уважение друг к другу в какой-то мере. Скажите, пожалуйста, вот то образование, которое вы получили, когда проходили подготовку, а как оно пригодилось вам в будущем? Повлияло это на вашу жизнь? Конечно. В чем именно? Конечно. Например, я мог свою дочь, которая тогда была в возрасте что-то 10 лет, сразу же отправить в школу Звездного городка. И учитель, и директор, они старались, чтобы весь класс ее поддержали. Это для нее тоже много значит. Сегодня она врач, работает в больнице. Это не только полет, хотя полет, понятно, это цель этого всего. И можно по-разному рассмотреть. Я могу это дело рассмотреть als как подарок Советского Союза или чего-то. Звание Героя Советского Союза было и остается высшей государственной наградой. Что оно значит именно для вас? Это лучше не получаешь. Есть очень богатые люди, которые спрашивают про этот орден. Это я не дам никому. Скажите пару напутственных слов тем людям, которые сегодня будут выбирать профессию космонавта. Есть такие молодые, да? Есть еще, да. На самом деле наш герой немного скромничает, конечно, такие желающие есть. Встретить их можно, например, в музее немецкой космонавтики имени Зигмунда Йена, созданном на малой родине Зигмунда под Дрезденом. Среди экспозиций музея модели ракет, космические скафандры, приборы и устройства, которыми пользуются космонавты и астронавты. Главный экспонат – макет космической станции «Мир» в натуральную величину. На нем европейские космонавты обучались полетам в космос. Внутри сохранились надписи на русском языке. Примечательно, что это не просто музей, но и интерактивный обучающий центр для детей. Там юные гости слушают лекции, знакомятся с оборудованием. Заражаясь идеей освоения космоса, они обретают мечту
которая, возможно, потом станет их профессией. Конечно, это дело необыкновенное. На любом шагу встречаешь что-то новое. Но все равно это и награждение, путь космонавтом. И если иногда вещи не так происходят в космосе, как ты ожидал. Что вы им пожелаете? Чтобы они старались, каждый может только то делать, что ему под силу. Но если человек старается и работает вместе с другом, чтобы не было конкуренции, это очень важно. Вы прожили большую часть своей жизни в России. Говорят, что есть частичка русского. У вас есть эта частичка? Да, я думаю.